Всем привет! Сегодня темой нашего видео является доработка, тюнинг ударно-спускового механизма. УСМ изначально с завода достаточно неплохой, но я бы сказал, что у него довольно жесткий спуск, то есть трудно нажимать спусковой крючок. У него сильно большой свободный ход, то есть ход спускового крючка до момента срыва курка, и у него ненужный свободный ход после срыва курка. Для того, чтобы мы говорили одной терминологией, давайте мы свободный ход до срыва до срыва курка будем называть pre-travel, как это называют в мире, а свободный ход спускового крючка после срыва курка будем называть over-travel. Итак, во-первых, хочу предупредить, что мы, в принципе, никаких серьезных изменений в оружие вносить не будем. Но все-таки я, как обычно, вам порекомендую перед тем, как что-то делать с оружием, позаботиться о наличии запасных частей. Для начала давайте с вами уберем over-travel. Сделать это очень просто. В принципе, я уже это делал на моих ружьях Vapor 12 и доводил стандартные заводские УСМ до уровня спортивных, очень коротких и быстрых. Необходимо установить регулировочный винт в нижнюю часть ограничительной скобы спускового крючка. Как это сделать? Для этого сверлится отверстие и устанавливается регулировочный винт. Ну, регулировочный винт — это такой винт без шляпки, у которого внутри есть отверстие для закручивания и откручивания под шестигранник. Я взял винт четверку, просверлил, собственно, отверстие, нарезал резьбу и установил винт. Как осуществляется регулировка? Мы максимально вкручиваем винт, оставляя зазор буквально миллиметр между спусковым крючком и винтом. Далее пробуем взвести раму. И если рама у нас не взводится, то есть у нас спусковой крючок упирается в винт, мы винт немножко откручиваем. То есть увеличиваем расстояние между спусковым крючком и винтом. И так мы по чуть-чуть его выкручиваем до тех пор, пока рама у нас не начинает взводиться. После того, как рама у нас взвелась, если мы винт недостаточно выкрутили, то у нас спусковой крючок не встанет в боевое положение. То есть мы не сможем его нажать. И мы еще чуть-чуть откручиваем винт до тех пор, пока у нас оружие не начнет функционировать нормально. При этом проверить, правильно ли мы все отрегулировали, очень просто. Необходимо убедиться, что у нас оружие нормально взводит курок. Спусковой крючок легко нажимается, и при этом после срыва курка отсутствует свободный ход. Выглядит это примерно так. После того, как мы все настроили, необходимо выкрутить, то есть запомнить положение винта, выкрутить его, обработать фиксатором резьбы, аккуратно вкрутить и еще раз окончательно настроить эту регулировку. Убрать лишний ход спускового крючка до выстрела сложнее, но тоже не является проблемой. Для этого мы откручиваем рукоятку. И сверлим отверстие параллельно отверстию для фиксации рукоятки. То есть примерно в 6 миллиметрах от края отверстия. Для чего это делается? Если вы все сделали правильно, то регулировочный винт, который мы будем устанавливать в это отверстие, упрется в заднюю часть ОСМ. И, соответственно, когда мы будем его вкручивать, у нас будет курок, спусковой крючок как бы взводиться. Тем самым мы уберем
холостой ход спускового крючка, то есть уберем претрейвел. Я вам рекомендую эту операцию делать в мастерской, то есть обратиться к специалистам, чтобы они вам аккуратно просверлили это отверстие и нарезали резьбу. Ну, я это сделал все дома, своими руками, поскольку я это делаю уже не первый раз. Далее, как осуществляется регулировка данной опции? Первое. Мы должны взвести затворную раму и поставить оружие на предохранитель. Это очень важно, иначе у нас ничего не получится. Далее мы начинаем до максимума вкручивать регулировочный винт. До тех пор, пока он у нас не перестанет вкручиваться. Таким образом, у нас часть ОСМ, нижняя, там где спусковой крючок, упрется максимально вверх в предохранитель. Он у нас перестанет вообще работать, мы не сможем его убрать. Соответственно, мы берем немножко, ослабляем винт до тех пор, пока у нас предохранитель не начнет сниматься. И при таком положении пробуем взвести раму и произвести выстрел. Если мы сделали все правильно, то у нас сразу оружие работает. Можем попробовать чуть-чуть обратно закрутить регулировочный винт. Для того, чтобы вы понимали, что у нас происходит, обратите внимание на положение спускового крючка, когда я начинаю вкручивать регулировочный винт. Видите, он начинает двигаться, как будто мы нажимаем на спусковой крючок. То есть фактически с помощью этого винта мы как бы нажимаем немножко спусковой крючок. Мы его как бы предварительно взводим. Таким образом мы уменьшаем усилие, необходимое для срыва курка. Также необходимо произвести обработку и полировку частей ударно-спускового механизма для того, чтобы облегчить его работу. Необходимо с помощью дремеля или нулевки, наждачки, отполировать нижнюю часть курка и хвостик верхний на курке. Я на фотографии обведу эти места. И отполировать переднюю часть нижней части ударно-спускового механизма. И вот эту вот часть, которая осуществляет у нас перехват при взводе курка. Хочу сказать, что даже без доработок, которые я вам показал в начале, просто полировка этих частей в ОСМ значительно облегчит вам спуск, и вы удивитесь, как родной ОСМ станет работать мягче. В принципе, можно производить еще дальнейший тюнинг ударно-спускового механизма, но я не вижу в этом смысла, поскольку даже при таких доработках мы получаем достаточно короткий ход, достаточно мягкий спуск. И хочу сказать, что с таким тюненным ОСМ я на стрельбище достаточно легко добивался сплитов в 0,12 секунды, что в принципе более чем достаточно для быстрых серий выстрелов. И спуск при таких доработках получился коротеньким, мягким, что позволяет нам делать точные выстрелы на дальние дистанции. В принципе, на этом все. Обязательно после доработок произведите проверку вашего оружия на стрельбище, получите удовольствие от стрельбы, и мы с вами встретимся еще не раз и обсудим новые вопросы и проблемы в работе оружия Typhoon F12. До новых встреч!